Встреча Трампа и Путина в Будапеште. Что принесет? Давай посмотрим. Видео снимаю 18:00 18 октября 2025 года. Будет ли эта встреча и что она принесет? Давай посмотрим. Напоминаю, что контент на канале носит исключительно развлекательный характер. Это нужно говорить по требованиям законодательства. Встреча Трампа и Путина состоится ли в Будапеште? Было объявлено о том, что Орбан будет встречать Путина, тоже что-то ему постелит. Она не состоится. Не состоится эта встреча. Давайте переспросим. Давайте так. В ближайший месяц. Сказали через 2 недели. Ну, давайте так. В ближайший месяц. Сегодня 18 октября. Ну, давайте там в ближайший месяц. Образно. В картах сроки условные. Состоится ли встреча Трампа и Путина на территории Венгрии? Сказали, что будет принимать Орбан. Орбан буквально через час через 40 минут после заявления Трампа уже выступил и сказал: да-да-да, я уже стелю дорожки. Приезжайте, друзья, мои двери открыты. Буду песни петь. Ну, в общем, это кошмар, конечно. И отменять судебные решения Международного суда. Да, Путин же идет в розыске он. Так, еще раз. До ближайший месяц приедет ли Путин на территорию Венгрии и встретится ли там с Трампом, да или нет? Приедет ли Путин на территорию Венгрии и встретится ли он там с Трампом? С Трампом. Нет, этого ничего такого не будет. Понятно, да? Дальше. Следующий вопрос. Хорошо. В Венгрии они не встретятся. Наверное, Евросоюз упрется. Ладно. Хорошо. Путин с Трампом вот объявили, что через 2 недели встретятся с Венгрией. Но если предположить, что упрется Евросоюз, то давайте посмотрим, может, они где-то в другом месте встретятся. Встретится ли Путин с Трампом в ближайший месяц лично где-нибудь? Где-нибудь, неважно, где-нибудь они встретятся. Путин с Трампом лично. 2 этих пенсионера. Підстаркуватых мачо, харизматичных, да? Вот один мачо и второй. Нет, они не встретятся. А вот Путин будет предлагать что-то новое. Ну, у него каждый день что-то новое, да? Лишь бы только тянуть время. Ну, в общем, ничего такого не будет. Понятно, да? Ну, а давайте еще... Ну, это, наверное, тема для следующего видео. Ну, давайте спросим. Начнет ли... Ну, вот смотрите. Они ведут переговоры. И выглядит так, что как бы Путин продавливает постоянно Трампа, и Трамп пасует, да? Вот. Это выглядит вот внешне так. А вот на самом деле, обратите внимание, что проблемы, которые начались в России по бензину, они откуда берутся? Они берутся от того, что наши выбивают НПЗ, да? А чем они выбивают? Они выбивают дронами. Они же могли их выбивать 4 года, да, уже 3,5 года. Но результат пошел только сейчас. Вот почему? Ну и вот прошла такая информация в каком-то там американском издании, что вроде как очень активно помогают, в связи с тем, что они не могут договориться, Америка с Россией, то вроде как помогают данными разведывательными. Америка передает как вот информацию, где стоят вот там ПВО, там, ну что-то такое. Ну, в общем, чтобы эти дроны пролетели. И это очень похоже на правду. Я не знаю, конечно, может быть, это теория заговора какая-то.
Но что вроде как, поскольку нет результатов, нет договоренности, то вот с июля 2025 года стали вот давать американцы вот такую информацию. Но логически это очень похоже на правду. То есть получается, что из-за того, что нет договоренности, вроде как Трамп что-то стелит, ему стелит, но в то же самое время уже НПЗ горят, да, на территории Российской Федерации. И это вроде как благодаря, в том числе тому же Трампу, который все без конца ему что-то стелит. Красные дорожки я имею в виду. Давайте спросим. То есть сейчас все-таки он как бы оттянул время по томагавкам. Путин молодец. Позвонил, сказал, как его там зовут, Трамп. Дональд, дружок, все будет хорошо, ракеты не давай, мы как-нибудь с тобой добазаримся. И он говорит, ну ладно, хорошо, не дам. И наш приехал Зеленский, и уехал несолоно хлебавши. Вот. Но они вроде как дружат сильно, а Зеленский вроде как страдает. Но на самом деле, да, это идет каждая какая-то такая вот сложная игра. Так вот давайте спросим, будет ли какого-то такого плана серьезного допомога. То есть я так понимаю, что томагавки это такие вот какие-то мощные ракеты нам, Украине, не дали. Хорошо. А будет что-то такое вот серьезное, что по итогу повлияет. Вот эти разведданные, если это правда, по-моему, ну я не знаю, по-моему, Financial Times, это я слушала по YouTube, рассказывали. Ну, правда или нет, я не знаю. Что услышала, то и говорю. Ну, есть, похоже это на правду, очень похоже. Давайте спросим, будет ли какая-то допомога от Америки для Украины, которая по итогу существенно повлияет на ход боевых действий. Не на заключение мира, еще раз, а именно на ход боевых действий. Что у Украины будет больше возможностей там отбиваться, защищаться или даже наступать. Вот что-то будет такое, какая-то военная допомога для Украины именно от Америки, не от Евросоюза, а именно от Америки. Ну, то если, может быть, там за это заплатят европейцы. Но смысл такой, что именно от Америки будет якась допомога до кінця року. Давайте спросим. Будет такое, да или нет? Будет ли какая-то такая серьезная допомога, которая по итогу основательно может повлиять в позитивную сторону для нас на ход боевых действий? Конечно, да. Я правильно? Это будет что-то новое. Я не знаю, что. Что-то новое. Украина, вот. Звезда, не знаю, что звезда. С водой связана. Ну, томагавки подходят. Вот я слушала, они изначально были предназначены для того, чтобы с кораблей, что ли, стрелять. Ну, в общем, с морем похоже. И будет несколько видов. Ну, я не знаю, томагавки это или нет. Может, что-то это другое. Что-то новое. Что-то связанное с водой каким-то образом. Их несколько видов. Украина недалеко. Чтобы Украина пошла недалеко. Чтобы Украина... Вот мы видите, мы перевернуты. Ну, у нас нет сил. Вот России много сил, видите? Россия сильно стоит. Ну, Россия же большая, денег много. А мы слабенькие, видите? Вот мы в перевернутом виде. И из-за этого рядом с Россией, у России, гляньте, рядом повешенный. Рядом с Россией выпадает повешенный. Жертва. Будут какие-то жертвы из-за этого. Но дело в том, что я думаю, что, знаете, тут как это, я сейчас расскажу свое предположение. Вот это то, что уже есть. Это выбивание нефтегазового сектора и НПЗ. Вот то, что России приносит деньги. Чтобы был крах уверенности России, и чтобы Россия почувствовала себя жертвой. Поняли? А потом Луна. Вот эта ситуация сохранится. Да?
сохранится. Бензин по талонам. Но это же не просто бензин по талонам, это начинается падать экономика от этого всего. Так. И потом еще будет что-то новое. Суд что-то новое, связанное с водой, больше, чем 2 вида. А может быть больше, может быть несколько направлений, где Украина... Ну да, вариант такой тоже может быть. Получается, вот это новое позволит Украине, которая плохо себя чувствует, пойти недалеко по нескольким направлениям к воде. О, все, разобрались. А какие несколько направлений? Ну, это у нас и так понятно, какие несколько направлений. Их 2 всего. Запорожская область. Ну, в принципе, Херсон тоже направление. Запорожская, Херсонская и Мариуполь, Донецкая область. Да, похоже на правду. Ну, вот такой у меня прогноз. То есть получается, что по логике вещей так и должно быть, да? Если есть такой конфликт, и для того, чтобы его остановить, нужно сделать так, чтобы 2 стороны были согласны. Так. Но Россия не согласна, потому что им... Ну, Россия чувствует в себе силы. Говорит, а чем мы будем что-то идти навстречу? Мы не хотим. Не хотим. Ну и вот будут создавать такие условия, чтобы Россия захотела. То есть вот насколько он, возможно, продавливает нас. То есть Трамп уже без разницы, кто там, где, чья будет земля. Ему главное, чтобы записать, вот ему в этом году не дали Нобелевскую премию. Кстати, прогноз мой сбылся. И вторая часть, что ему дадут какую-то другую премию, там что-то Израиль придумал. Уже дали ему что-то там, когда он в Кнессете выступал. Вот, и он хочет себе же на следующий год получить Нобелевскую премию. И он же типа, я вот закончил 93 войны. И вот я хочу еще одну. Что там будет дальше, никого не интересует, да? То, что там в Израиле он остановил, это же не остановка войны, это перемирие, это всем понятно. Это позволило обменять заложников и все пока что. Какая-то передышка для людей. Так и здесь, ему без разницы, будет потом, что будет через год или через полгода, или даже через месяц, это не имеет значения. Главное, что я вот миротворец, я закончил войну. Он себе ставит галочку, и на основании этого получает себе Нобелевскую премию, понимаете? Ну вот, а здесь получается, если нет, если не соглашается Россия, то нужно сделать так, чтобы Россия согласилась. И вот он будет это делать. Поняли, да? Ну, вот смысл такой. Это мой такой прогноз. Напоминаю, я сняла это видео, я выложу его на 19, ну, я его залью сегодня, 18-го, для спонсоров оно уже будет доступно. А выйдет оно на канале в 17:00 по Киеву 19 октября. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и приходите еще. Пока-пока!